Привет, друзья! Это мое новое видео, и оно будет таким разговорным, где я буду с вами делиться своими мыслями и затрагивать те темы, которые обычно возникают в процессе моих интервью, прямых эфиров и так далее. Эти темы обычно волнуют многих, но немногие имеют понятие, не имеют опыт и преодоление. И не так часто, наверное, находят ответы на возникающие вопросы. Но так как эти вопросы вы задаете мне, и я имею определенный опыт, то я решила использовать эту YouTube-площадку, свой канал, для того, чтобы более открыто и более развернуто на них отвечать. Итак, сегодня у нас тема про восстановление, про травму, которую я получила 2 года назад, про разрыв крестообразной связки, передней крестообразной связки и про ее последствия. Я часто удивлялась вопросом, почему люди задают одни и те же вопросы, и почему люди так не понимают. Это же так очевидно. Но потом, вернувшись назад в прошлое, поняла, что когда этой ситуации не было в моей жизни, у меня возникали абсолютно те же вопросы. И я не понимала, почему требуется больше времени, или почему люди не могут. Но когда столкнулась с этим сама, все стало очевидным. И поэтому сейчас могу открыто и, исходя из своего опыта, говорить об этом. Так вот, когда случилась эта травма, она, естественно, была неожиданной и воспринялась мной как «окей, хорошо, это страшно, это больно, но у меня есть характер». Я знала про сроки, естественно, мне говорили, сообщали, я знала про сроки, но не понимала, потому что этого опыта не было в моей жизни, и не понимала, насколько это трудно, больно и требует усилий. Общавшись с людьми, которые пережили этот этап своей жизни, видя страх в их глазах, я думала, что им просто не хватает характера. Это сейчас, наверное, звучит так вызывающе, но зная себя и зная свой стержень внутренний, я думала, что просто кому-то не хватило характера. Ну, а мне-то хватит. И я-то смогу быстрее, я смогу продуктивнее. Я же знаю, сколько во мне силы и потенциала. Но я ошибалась. И вот именно этим трудным и, возможно, порой неожиданным для кого-то путем хочу поделиться с вами сейчас. Когда спустя 5,5 месяцев я вышла на площадку, это был фурор, это было так быстро, и сыграла свой первый матч, и все говорили, как здорово, Таня вернулась. И, наверное, на первых таких эмоциях, когда у тебя адреналин, что-то получалось. Но весь чемпионат Бразилии после этой травмы прошел очень неровно, он прошел как волны. То есть мне требовалось время, я не понимала. И когда я поняла в итоге от полученной информации, от собственных ощущений, что какой бы сильной ты ни была, какой бы напористой и упертой ты ни была, нужно время. Ты не можешь обмануть свой организм, который получил серьезную травму. Ты не можешь обмануть свой мозг, который знает, что твоя связка порвана. И там стоит новая, благодаря операции, но она еще не живая. Твой организм еще не понял, что это новая связка, которая будет служить тебе как предыдущая. И для того, чтобы все эти нейронные связи, для того, чтобы весь этот коннект восстановился, нужно банально время. И это время, которого я лишала сама себя. Так же, как и мои болельщики, которые окружали меня любовью и заботой, но жили в ожидании, когда же Таня вернется полноценно. И я также давила на себя каждый день. Мне очень хотелось. И это было очень трудно принять тот факт, что ты не можешь. С моим характером это сложнее в несколько раз. Потому что требовательность и сила духа не позволяли мне принять ситуацию и принять тот момент, что просто моему телу нужно время. Но я очень благодарна и повторяюсь это, наверное, в каждом интервью и говорю спасибо Бразилии, спасибо этому месту, что я очутилась в понимании, в заботе. И когда люди мне, профессионалы, доктора, тренеры, моя команда, люди, которые прошли этот опыт, говорили мне, Таня, это нормально, это всего лишь процесс.
Это не получается не потому, что ты теперь какая-то не такая, а потому что этому нужно дать возможность вернуться. Ты лишаешь себя этого. И чем больше ты давишь на себя, тем больше блоков твой организм будет выстраивать. И вот именно поэтому, и именно из-за нехватки этого времени, из-за количества касаний мяча, из-за восстановительного процесса, который закладывает наш мозг, наше тело, для того, чтобы вернулось все это взаимопонимание, для того, чтобы все вернулось, знаете, такое в русло свое, и оно протекало спокойно, безболезненно, чтобы все внутренние страхи, которые тоже присутствуют при первом прыжке, когда ты делаешь первые шаги, да, если честно, и тысячные шаги, когда ты делаешь, страх не отступает какое-то время. Только спустя год я почувствовала, что я перестаю думать об этом, что я перестаю контролировать свои движения. Когда ты даешь постоянный анализ, думаешь о том, как прыгнуть, как приземлиться, потому что в момент приземления и была получена травма, то тогда возвращается к тебе твоя свобода. Свобода в движениях, свобода в мыслях. Потому что я не просто играла в волейбол в период восстановления, а постоянно следила, отслеживала свои движения. Думала о том, как я прыгну, как я приземлюсь. А это невозможно. В нашем динамичном виде спорта невозможно контролировать все. И это мешает. Тебе это отвлекает. Из-за этого ты становишься более медленной, не такой вариативной, как раньше. Из-за этого в твою голову входит сомнение. А возможно, это больше не вернется? А может быть, я уже больше не буду такой, как раньше? И здесь я соглашусь с собой, что я уже не буду, как раньше. Этот опыт подарил мне столько силы и возможности, столько веры в себя и благодарности и себе, и людям, и этому миру. Оно сделало меня сильнее и сделал, знаете, такое чувство сентиментальный по отношению к себе. Теперь я понимаю, какой труд преодолело мое тело, моя голова, моя душа, потому что прощаться с любимым делом, думать о том, что ты, возможно, больше никогда не будешь таким, как раньше, это очень сложно. Но это непоколебимая вера при всем этом во что-то большее, какие-то невероятные собственные силы, силы нашей Вселенной двигают тебя вперед. И вот спустя 2 года, благодаря Китаю, где я получила огромное количество касаний мяча, до практики, где было невероятно сложно, без выходных, но так важно для меня и для моего набора формы. И я счастлива признать тот факт, что этот мой сложнейший период жизни пройден. Но для тех людей, у которых возникают вопросы по качеству моего игры за тот промежуток времени, в котором я восстанавливалась, которые дают оценки, которые не понимают. И я понимаю, почему вы не можете понять это так явно, как я сейчас. Потому что у вас не было этого периода в жизни. И я надеюсь, никогда не будет. Но для тех, кто столкнулся с этим, или, возможно, столкнется в своей жизни, я думаю, что это видео будет полезным. Полезным в той информации, что все нормально, что это просто период, который нужно пережить смело, с полной ответственностью и огромной верой, прежде всего в себя и в свой организм. Поэтому я желаю вам здоровья, желаю вам улыбок и, что бы ни случилось, понимания, что это для чего-то большего в нашей жизни, что открывает наши возможности, как личные, человеческие и такие, наверное, самые-самые сокровенные. Поэтому только вперед. Я вас обнимаю и желаю вам всего самого доброго. И самое большое открытие, и самая большая идея и опыт, который я получила из этой ситуации, является в том, что больше ни один мой день, ни одна моя встреча, да даже банальное собирание сумки на сборы не является для меня заурядной. Пришла такая огромная ценность момента, ценность своей жизни, что это может больше не повториться, и что это когда-то закончится.
И поэтому каждое объятие со своей командой, каждая новая встреча с болельщиками, эмоции от забитого мяча перекрывают все то, что было раньше в виде сомнений, каких-то огорчений. Теперь только эта сила ведет меня вперед. Каждый день уникален, и каждый день мы можем сделать что-то большее для себя, для своего окружения. И пусть это главная мысль и идея, мой опыт, поможет вам сделать что-то большее для себя и для своих окружающих. Первые шаги дальше. Для всех тех, кто только столкнулся с этой проблемой, с этой травмой, и не понимает, что происходит, и не понимает, что ждет дальше, я хочу сказать, что это всего лишь период. И чем быстрее вы примете эту ситуацию, просто примите, без ожиданий, прежде всего от себя, что-то большего, какого-то грандиозного, а просто поймете, что именно сейчас, в данную минуту, вашему организму, вам лично требуется самая большая поддержка и понимание, которое только может быть в нашем мире. И просто дадите этому время, а ваше стремление и желание быть кем-то большим, вернуться в свою любимую профессию, быть просто здоровым человеком, будет вас двигать вперед. И все трудности, вся та тяжесть, которая подразумевает в себя восстановление, потому что это каждый день огромный труд. Это больно, это сложно, это невыносимо порой. Хочется плакать, но это всего лишь момент. Такой затяжной, но это всего лишь момент, который проходит. А вот дальше вся эта работа, которую вы проделываете сейчас, принесет вам ваш желаемый, значимый и большой результат в виде хорошего самочувствия, здоровья и просто нормальной жизни. Так как вы успели заметить, в этом видео присутствует мой коричневый друг. Его зовут Кузя. И это мамин пес. Когда вы говорите о нем, он начинает воображать. Без него бы это видео не получилось. Вернее, это видео бы просто не сложилось, потому что бы гавкал за кадром и требовал внимания. Поэтому мы вместе вещаем вам очень важную тему. Хочу сказать, чтобы вы подписывались на наш канал, на мой канал, ставили лайки, оставляли комментарии и, может быть, задавали вопросы, которые вас волнуют и на которые бы хотели получить ответ от меня. И я также в следующем видео раскрою подробно каждый интересующий вас вопрос. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всегда ваша Татьяна Кошелева.